Слава Украине, привет всем от Полонского. Завтра в Лондоне ожидаются очень серьезные переговоры. Будет участвовать Украина, Великобритания, Франция и самовыпилившиеся Соединенные Штаты Америки. Трамписты приедут. Да, так вот, между этими странами будут переговоры довольно сложные, насколько я ожидаю, по поводу возможного соглашения между Украиной и Россией. Я имею в виду мирового соглашения. Но сразу скажу, что переговоры будут крайне сложные, потому что трамписты, вылизывая зад Путину, будут всеми силами, скорее всего, склонять Украину к сдаче национальных интересов. Ну, если правда то, что пишут уже сразу несколько информационных агентств о том, что Трамп предложил Украине отказаться от Крыма, сами понимаете, на это никто никогда не пойдет. Ни Украина, ни наши европейские союзники на это в жизни не пойдут. Вот. Ну а трамписты будут ломать руки и т.д. и т.п. Вот. Что там произойдет на переговорах, мне тяжело говорить, но судя по настроям, которые есть на сегодняшний день, что в Великобритании, что особенно во Франции, значит, вот эта вот американская пораженческая политика вряд ли встретит, знаете, такой хороший и добрый отзыв. Я вам скажу, что сказал бывший кандидат, то есть соперник Макрона на президентское кресло от французских левых, Меланшон. Он очень интересную вещь сказал. Он высмеял Трампа и сделал такое заявление, цитата. «Вам же сказали нет, а нет и на французском, и по-английски, значит нет. Сейчас мы поддерживаем Украину, в которую вторглась Россия. А если кто-то нападет на Канаду, то мы поддержим и ее». Конец цитаты. Я думаю, все поняли, да? Это учтите, это говорил не Макрон, это говорил левые. Это вообще левые. Представьте себе. Да, то есть у Европы, скажем так, у Европы по отношению к Соединенным Штатам Америки позиция такая, мягко говоря, непонимание. Непонимание самослива и непонимание того, что Трамп еще до переговоров сдал Путину абсолютно все позиции, по которым нужно было вести переговоры. То есть Трамп просто продал все, что ему... Да не продал, ему пофиг было до всего. Он просто слил все, что только можно, а потом начинает вести переговоры, а потом начинает Украину укатывать. Давайте мы отдадим то, отдадим все. Ага, сейчас. Отдашь ему Крым, он завтра у тебя еще что-то отхапает. Надо быть идиотом, чтобы на такое соглашаться. Мы, конечно, не можем повлиять на решение самих Соединенных Штатов признавать Крым российским или не признавать. Ну, мне кажется, вы знаете, что если они это сделают, я имею в виду трампистов, конечно, потому что все-таки большинство в Штатах нормальные люди, вот, то им будет крайне сложно вот это предательство, вот эту мерзость объяснить у себя дома. Их просто не поймут от слова вообще. Представляете себе республиканцев, которые слили все, что только можно Путину, с которым они декларировали войну после того, как был Рейган, после того, как был Джон Маккейн. Вот сейчас приходят вот эти трамписты, господи прости, и просто писают на их могилу. Ну, по-другому даже не скажешь, невозможно. Это позорище. То, что сегодня происходит с трампистами, это всемирное позорище. Ладно бы было всеамериканское, они бы там внутри квакали бы, он бы довел страну до ручки, и этим бы все закончилось. Вот. Но это все отражается на нас, это отражается на других партнерах Соединенных Штатов Америки, видимо, бывших. Вот. И отражается на Европе, на Украине. Да, так вот, Штаты будут максимально прессовать Европу, Украину прежде всего. Я не думаю, что наши будут соглашаться на откровенно провокационные вещи, вряд ли. Вот. Но, понимаете, дело в том, что своей слабой позицией, тем, что Трамп вылизывает зад Путину, тем, что Трамп еще до переговоров сдал все, что можно сдать, то есть сдал все темы для переговоров, да, то Путин, конечно, чувствует себя орлом таким, Навуходоносором, еще чем-то таким, да, неуязвимым. И, конечно же, будет ужесточать свою политику, зная, что на Западе есть как бы два лагеря. Есть патриотические, которые за Украину, это Франция, Великобритания, Германия, Украина, ну там еще несколько стран. Вот. А есть Соединенные Штаты Америки сами по себе,
которые готовы слить все, что угодно, а мы от них отстали. Вот. Поэтому, ну что вам сказать. Каких-то прорывов особых не жду от этих переговоров. Надеюсь, что единственное, что ну, у европейцев будет повод сказать в лицо американцам все, что они о них думают. Кстати, некоторые европейцы по наивности думают, что американцы как-то будут поддерживать международные усилия в Украине после заключения мира. Блин, ребята, сейчас американцы такие, точнее трамписты такие, что случись что с НАТО, они хрен помогут. А вы думаете, что они будут там в Украине помогать кому-то где-то как-то. Поэтому просто пока там Трамп у власти, ребята, ничего хорошего ждать не приходится. Просто забываем о этой стране, что она существует. Но она где-то там есть, но на наши дела у них никакого влияния больше нет. Как говорится, самовыпилились. Ну идите гуляйте.